Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Кость Бондаренко, как всегда, по средам. Константин Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Александр. Ну что, у нас очень много новостей, есть что обсудить. Есть на самом деле и такие достаточно тревожные тенденции к ухудшающемуся положению дел, с эскалацией, с такой набором массы, да, разного рода событий, как, в общем-то, удары по Украине, по Киеву, по городам Украины. Так вот уже, смотрите, и удары, видите, по Питеру. Будем сегодня все обсуждать, конечно. Попрошу вас прокомментировать и одно, и второе, и вообще, конечно, какая перспектива у нас дальше. Немного коснемся также геополитики сегодня, потому что Трамп говорит, что хорошо у него все с аятоллой. А Нетаньяху материт и подтверждает, да, говорит, а что он тут вот распоясался? А Нетаньяху, в свою очередь, говорит, да не, все у нас отлично, милые бронятся, только тешатся. Ну, в общем, знаете, за вот этим личняком скрываются же очень опасные геополитические тенденции, и как вообще будет выгребать и Украина, и в принципе, да, на фоне этих тенденций в дальнейшем. Тоже мы будем с вами сегодня говорить, но как всегда, наш прямой эфир – это возможность прежде всего для вас задать вопрос. Это можно сделать в клубе зрителей «Шелест», это можно сделать в сообществе YouTube и в чате трансляции в самом финале. Поэтому милости прошу, как говорится. Приберегите вопросы для конца эфира. И пока общайтесь и обсуждайте, комментируйте, ну и голосуйте в нашем опросе сегодняшнем. Значит, Зеленский после удара скажем так, по Петербургу сегодня заявил следующее. Говорит, в общем, удары вглубь России нужны, чтобы говорить с ней на равных. Ну вот, да. Давайте оценим в вариантах ответа на вопрос, получилось ли, как бы цель оправдывает средства или нет. Вот такие варианты. Это повод, на самом деле, продолжать войну, срывать все мирные усилия. Второй вариант. Ну, он прав и борется за место за столом, потому что, ну, откровенно говоря, какое там место сейчас у Зеленского за столом, да, то есть объективно все давальческое, даже дроны сейчас говорят, вот эти перенесли производство во многом за рубеж и, соответственно, пилить деньги некак, поэтому он борется как может за это место, чтобы за него не решили судьбу кто-нибудь другой. На самом деле, это заявление его ртом говорят британцы и европейцы. То есть он как в войне наконечник Запада, да, то есть вот этими действиями своими там дипстрайками. И это как бы Запад говорит, не он, а Запад. Запад хочет, в общем, говорить с Россией на равных, а не Зеленский. Ну и четвертый вариант, ну как же на равных, Россия-то уже проиграла. Ну то есть вообще несуразное заявление. Побеждаем же везде, по всем фронтам. Вот такие четыре варианта, там и для искушенных, не взаимоисключающих. Можете написать свой в комментариях, тоже приветствуется. Константин Петрович, прокомментируйте удар по Питерскому международному экономическому форуму. Ну, точнее, как не по нему самому, а рядышком, да, во время старта этого мероприятия. И то, что мы услышали от Зеленского. Украина на протяжении всего нынешнего года постоянно делала заявление о том, что мы будем демонстрировать России наши возможности. Это звучало и накануне парада 9 мая, что мы сейчас сорвем парад, а потом Зеленский так вот как бы высочайше позволил провести парад, даже указ соответствующий подписал в стиле 95-го квартала. Это звучало неоднократно и в других случаях, что мы там сейчас полностью уничтожим всю нефтеперерабатывающую промышленность России. И, соответственно, вот сейчас тоже накануне, точнее, в день открытия Санкт-Петербургского экономического форума продемонстрировали соответствующие возможности. Хотя, понятное дело, что дроны запускались, скорее всего, либо с сопредельных территорий, либо с акватории Балтийского моря. Это была тщательно продуманная, спланированная операция, которая не может быть проведена без участия государств-членов НАТО, и которые, в принципе, тоже сейчас занимают определенную позицию по отношению к России и, соответственно, поддерживают Украину. Поэтому это коллективное предупреждение, это коллективная провокация.
Я это считаю провокацией. Почему? Потому что точно, если было два серьезных обстрела, которые сейчас очень чувствительны были для Украины и обернулись многочисленными трагедиями для Украины после ситуации в Старобельске, то я думаю, что за вот эти художества в день открытия Санкт-Петербургского форума Путин, точно не будет молчать, не промолчит. Потенциал, ракетный потенциал у России значительно выше, чем у Украины, это не секрет. У Украины практически не остается сейчас серьезных систем ПВО. Об этом говорят сами украинские чиновники, что есть дефицит ракет, которые могли бы сбивать, скажем так, то оружие, которое направлено против Украины. И, соответственно, в этой ситуации я думаю, что за один вот этот удар по окрестностям Санкт-Петербурга, по порту в Санкт-Петербурге, только для того, чтобы клубы дыма были видны участникам Санкт-Петербургского форума, чтобы испортить праздник, условно говоря, Украина может понести очень и очень серьезные потери, последствия. Ну так, а смотрите, вот вы говорите, задача клубы, Зеленский же четко подчеркивает, что смотрите, мы не бьем по Мирняку, мы бьем по НПЗ, по там, Да. в общем, корабль поразили бойкий. Все прочитали так, как надо. Все расшифровали именно таким образом, каким было задумано, а не так, как Зеленский это сейчас объясняет. Хорошо, то есть вы утверждаете, что под клубы дыма сразу, как только стало известно об этой атаке, появляются разного рода там фотографии дронов, которые долетят с песней группы «Ленинград» и «Шнура». Сразу говорится о том, что вот, смотрите, любимое мероприятие Путина, а Путин вообще приедет, будет выступать или не будет? У него сегодня встреча с президентом Танзании в Кремле с официальным визитом. Все с помпой, принимает гостя дорогого, и вроде как на завтра запланирована его речь на Питерском форуме. Многие, конечно, видят в этом удар по престижу российской власти. Так а какая может быть ответка? Смотрите, что касается... Да, это удар, так задумывалось, что это будет удар по престижу российской власти. То, что программа Санкт-Петербургского форума не будет претерпевать коррекцию, это однозначно. Почему? Да, потому что на самом деле это было бы тогда сигналом, что Россия действительно, скажем так, восприняла это более чем серьезно, и Россия фактически в данной точке фактически признала свое тактическое поражение именно в данной ситуации. И поэтому точно Путин не будет на это обращать внимание. Так что я понимаю, что, скажем, многим хотелось бы сказать, что вот Путин испугался и поэтому не приехал на открытие форума, а встречается там с президентом Танзании, что Путина не будет, что на самом деле, что провалился форум и прочее, прочее. Но, извините, пожалуйста, но это не так. Так что по ответке? Смотрите, Песков сегодня говорит, вот смотрите, СВО продолжается, чтобы таких ударов не было. И тут все как-то так немножко, а чего вы начинали СВО? То есть тут тоже сразу возникают вопросы. Понимаете, в чем тут такой интересный казус? Вот если за Старобельск ударили по Киеву, Днепру, Харькову позавчера, позавчера, вчера, если там брать по суткам, то давайте так. А какой... Зеленский говорит, это ответ на ответ. А какой будет ответ на ответ на ответ? Смотрите, я не знаю, какой. Это знают только в Генеральном штабе. Любые вопросы, которые касаются ответов на ответ, ответов на ответ на ответ и так далее, знают только либо в одном, либо в другом Генеральном штабе. Это, конечно же, военная тайна.
И понятное дело, что с политологами не советуются относительно того, как применять, какие виды оружия, куда бить и прочее. Вот. Поэтому это только будет гадание на кофейной гуще. Куда прилетит, что будет, сколько будет задействовано против Украины, какие виды вооружения. Тем более, что это не политологи должны комментировать, а должны как раз профессиональные военные, либо же военные эксперты. Вот. Что же касается самой ситуации, Россия уже неоднократно показывала, что за подобными действиями Украины, которые, в принципе, бессмысленны сами по себе, это абсолютно бессмысленное действие, которое точно не добавит Украине каких-то баллов, точно не улучшит позиции Украины, точно не приведет к каким-то положительным последствиям. Вот. Точно российская армия не скажет, что ой, мы увидели картинку, что творится в Петербурге, все, мы складываем оружие и уходим с Украины, забирайте вот эти территории, которые мы захватили, да еще возьмите Кубань в придачу. Такого не будет. Точно. Вот. Поэтому я думаю, что на самом деле мы опять столкнулись с таким себе абсолютно необдуманным пиар-шагом, именно действиями для создания телевизионной картинки, не более, за которой последуют последствия достаточно серьезные. Да, Рютте сегодня в Киеве. Визит такой, я не знаю, визит поддержки, что ли. Вообще, конечно, с украинской власти, с банковой станется, это вообще могло быть как бы к визиту Рютте, почему бы и нет. Но тут же возникает главный момент, что вы правильно указали, что сейчас гадают совершенно по-разному, там технически, но общая фабула в том, что эта атака осуществлялась не без участия стран-членов НАТО, это однозначно. Тут как бы гадалки не ходи, это понятно. Там есть варианты то ли на море куда-то вышли на судне, то ли воздушное пространство, то ли ретрансляторы, то некоторые вообще говорят, они там в Прибалтике их собрали и сразу быстренько и запустили. Ну, то есть такие варианты происходят. Но на самом форуме выходит перед открытием Дмитриев, ну, это его как бы тема, он же по экономике больше говорит, тут глобализм проиграл. Вот мы, смотрите, какие сильные, у нас там роботы ходят, еду вкусную подают, смотрите, гости там, выступления какие-то. Вообще, конечно, очень интересно звучит как бы там такая панель «Взгляды на будущее». И вот это давайте остановимся отдельно. Вот взгляд на будущее, на сценарий будущего от Питерского экономического форума. Значит, один вариант – это Киев, Харьков, Одесса в составе Российской Федерации. Внезапно. Второй вариант – это некая Украина, которая полностью дружественна, подконтрольна, нормальная, понятная, добрососедская и так далее. Слушайте, и называются там 36-й год, вот как-то вот так. Мы с вами неоднократно обсуждали, и вы сталкивались, и тоже как бы попадалась и аналитика совершенно разная, и ее вариация о том, что там Европа готова в 30-м году, в 28-м, там, в общем, воевать. Так это, получается, будущее после войны такое ждет Украину с Киевом в составе России? Ну, смотрите, дело в том, что есть несколько концепций. Вчера буквально Песков озвучил концепцию, согласно которой мы готовы закончить войну даже сегодня вечером, до конца дня, закончить боевые действия. Вот, если Украина выведет свои войска с территорий, которые являются российскими. Вот. Россия считает своими территориями Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую область, а также Автономную Республику Крым. То есть 5 областей Украины, которые сегодня включены в Конституцию Российской Федерации. То есть они являются спорными между Украиной и Российской Федерацией, согласно международному праву. Поскольку включены и в Конституцию Украины, и в Конституцию Российской Федерации. 2 из этих 5 административных единиц, Крым и Луганская область, полностью находятся сегодня под контролем Российской Федерации. Донецкая область на 15%, около 15% контролируется Украиной. И, соответственно, также большая часть Херсонской и Запорожской областей контролируется Россией.
Вот. То есть очевидно, что речь идет о том, что если еще совсем недавно речь шла о том, что пусть Украина выведет свои войска только с Донбасса, то есть с территории Донецкой области. И речь шла о том, что вот есть, что пусть Украина оставит Константиновку, Краматорск, Славянск, Дружковку и так далее. Вот. И у нас говорили, что нет, мы не оставим эти территории, потому что там живет как минимум 100 или 200 тысяч человек, хотя их там сейчас точно уже нету столько. Вот. Постоянно об этом говорилось. То сейчас планка повышена уже. Планку повысили, вот, потому что теперь уже речь идет о том, что Россия не соглашается останавливаться на линии боестолкновения в Херсонской и в Запорожской областях. Они требуют уже, чтобы полностью Херсонская область с городом Херсоном и Запорожская, включительно с городом Запорожье, были переданы Российской Федерации. Вот. Вторая концепция, что надо идти сейчас развивать наступление, абсолютно новую стратегию, тактику. Новые люди в России, не партия «Новые люди», а новые люди, которые должны прийти к руководству теми или иными частями, перебросить новые войска и так далее, и захватывать все, что можно захватить, все, что Россия будет считать своим. Это Северное Причерноморье, вот, Одесская, Николаевская, Херсонская области в полном составе. Это Харьков, это Сумы, Чернигов, Полтава, Киев и так далее. И оставлять это Днепр. И там, возможно, оставить Украине только небольшую территорию там, за Житомиром, на запад от Житомира. Вот. Это вторая концепция. Третья концепция – это что вообще никакой Украины не должно быть. Вот, что Украину надо расчленить, как в время конца XVIII века Польшу, и вообще забыть о ней и так далее. Это третья концепция, это самые такие отъявленные радикалы заявляют подобную концепцию. Но ситуация пока что состоит в том, вот, суть ситуации, что за последние месяцы фронт практически не движется. Фронт остановился сейчас. То, что Зеленский говорит, что мы там отвоевали больше, чем русские завоевали, но это блеф. Это абсолютная неправда. Вот, ничего не отвоевали. Но то, что и там продвижение фронта в среднем, по разным данным, от 3,5 до 6,5 километров квадратных в сутки, это тоже как бы, это можно считать, что фронт стоит, это идет борьба за серую зону. Ну так а с чем связана эта приостановка боевых действий? Вот опять-таки, да, сейчас активно говорят о логистике и мидл-страйках. Но как они работают, эти мидл-страйки, и как говорит Зеленский, что мы, смотрите, бьем не по мирным, мы бьем по объектам, по военным целям, еще там куда-то. Но опять-таки, жуткая трагедия под Янакиевым. Ехали в отпуск люди, Москва-Симферополь, на Крым. И вот под Янакиевым прям есть видео, настигает этот автобус ночью по спящим людям, летит дрон. Причем, как бы, понимаете, тут тоже очень интересная трактовка, тоже это надо обсудить с вами. Говорят, что там, у Украины чуть ли там не до совершенства все доведено. Совершенные дроны, выучка, вот эти люди, которые там им управляют, искусственный интеллект помогает, автонаведение, там, захват цели, вот это вот все, прям космос, да, фильмы будущего прям. А тут мы видим вот такую жесть, понимаете, причем никто это не комментирует с украинской стороны. Нет, вышли бы уже сказали, это не мы, так этого не сказали. В том-то и дело. А после Старобельска очень много говорили. После очень много. Тоже... Взяли... Нет, я имею в виду украинская сторона. Я же следил тоже. Абсолютная какофония была. От того, что это ошибка, вот, и вообще, что били по совершенно другому объекту, который находился рядом, вот, до того, что это не мы, это Путин заложил взрывчатку там, и так далее, взорвал, чтобы нас подставить. То есть, вот, это вот, то есть даже не было единой позиции, не было единой версии, которую могли бы озвучить. Вот, начиналась такая вот какофония полная. Вот, что касается Янакиева, пока что тоже, значит, такая абсолютно разнобой.
Вот. Что касается беспилотников, вот. Да, это признается, в том числе, я вот постоянно читаю разного рода, в том числе российские средства массовой информации, телеграм-каналы, даже не те, которые контролируются оппозицией, вот, а вполне провластные телеграм-каналы, где признают, да, у Украины, ну, правда, надо считать не у Украины, а у Европы, которая помогает Украине. Ну, вот Европа, фактически, вот НАТО, они идут фактически на шаг вперед в плане развития технологий. Именно дроновых технологий, именно вот этих беспилотников, беспилотные системы. И России приходится реагировать, уже успевать реагировать на это. Вот. И до тех пор, пока российские ученые не разработают эффективные системы подавления беспилотников, вот, до тех пор, очевидно, придется им догонять фактически в этом плане. Это важный момент. Второй момент, который это то, что фактически война, которая началась в 2022 году, она началась как война совершенно другого рода. Вот. На протяжении войны поменялась природа войны. Или природа того, что в России называют СВО, а в Украине называют широкомасштабным вторжением. Вот, или полномасштабным вторжением. Вот. Так что изначально это была классическая война с применением вот именно средств, за которой велась борьба за обладание этими средствами. То есть это бронетехника, танки, самолеты и так далее. Вот. Это живая сила, тоже мерились, сколько у кого живой силы. А потом вдруг в конце 24 года, примерно в конце 24 года, вот, доминировать начали именно беспилотные системы. Вот. То есть беспилотники начали, фактически сделали абсолютно ненужными вот, и те же танки, и те же БТРы и так далее. Вот. И по большому счету, фактически, это абсолютно новая война, к которой не были изначально готовы ни одна, ни другая сторона. Они переключились на абсолютно новую реальность. Вот. И теперь, очевидно, необходимо каким-то образом реагировать и одной, и другой стороне. Обе стороны наращивают вот эти вот дроны, дроновые тучи, просто вот рой дронов с одной стороны и с другой стороны висят фактически, делая невозможными атаки, делая невозможными атаки пехоты. И с одной стороны, и с другой стороны, несмотря на то, что фактически нет продвижения, но я сегодня вот смотрел как раз аналитику, вот, несмотря на то, что нет продвижения, вот, количество потерь и с одной и с другой стороны увеличилось. Вот. Так что, но это тоже показывает, почему сейчас нет продвижения. Хорошо, тогда что как бы такое победа в такого рода войне? А вот пока что нет этого образа победы ни с одной, ни с другой стороны. Потому что Украина и дальше там нет-нет, да и начинает говорить про границы 91 года. Вообще откуда это? Последним это вот буквально в воскресенье Ринат Леонидович Ахметов в интервью Guardian снова сказал про границы 91 года. Вот, уже Зеленский даже не говорит про это. Вот. Потом, с другой стороны, даешь Варшаву, дай Берлин, да, как пелось в песне. То есть, но при этом вот именно здравый смысл, логика, компромисс пока что еще отсутствует. Более того, я же читаю потом комменты. Вот. И с одной и с другой стороны прибегают комментаторы, которые начинают кричать, что вы просто игнорируете очевидные вещи, Россия уже победила. Где победила? Вот. Или там другие. Украина переможе, все будет Украина и так далее. Где победила? Вот. В том-то и дело. Тупик пока что. Пока что тупик. И сказать, что уже фактически вот-вот завершится война, сказать никто не может. Зеленский надеется на то, что осенью произойдут определенные события в Соединенных Штатах. Протрамповские силы, не называем их даже республиканцами, протрамповские силы проиграют выборы, промежуточные выборы в Конгресс. В Конгрессе сформируется антитрамповское большинство, которое фактически приведет к тому, что восстановится евроатлантическая солидарность, монолитность. Соединенные Штаты вернутся к обычному сотрудничеству с Европой.
И снова НАТО с новыми силами надавит на Россию, выделит новые средства для Украины, новое оружие. Вот. И Россия, увидев это, капитулирует. Это мысли Зеленского. И он озвучивает, что вот осенью у нас появится окно возможностей для завершения войны, говорит Зеленский. Имея в виду именно это. Подождите, а что такое капитулирует? Ну, Это как? по Ну, линии, признает, по линии разграничения или все-таки... непонятно что. Потом будут сформированы переговорные группы, которые будут решать, что такое победа и как будут разграничивать. Пока что они не знают, ни одна сторона. Они пока что готовятся к тому, кто сможет сейчас быть более убедительным. Более того, Зеленский считает, что за лето он сможет провести контрнаступление удачное и отвоевать хоть какую-то территорию, чтобы показать, что есть порох в пороховницах. Он это верит абсолютно. Именно мы говорили уже в прошлый раз, что именно для этого он продвигает вот белорусскую тематику. Ему нужна война с Белоруссией, которая оттянет часть ресурсов российских с Донбасса на Беларусь. И тогда можно будет вклиниться там между, условно говоря, это, я не знаю его карты, его планы, но я условно говорю, что там между, условно говоря, Запорожской и Донецкой областями где-то так пойти в наступление и так далее. Нет, планов, конечно, громадье, однако реальность диктует свое. И вы понимаете, ну когда... А это же тоже надо знать украинскую политику. Сидят, значит, депутаты с Федоровым, который распинается, говорит там о том, ну, обсуждает с ними, какие будут нововведения. Причем все говорят, что нет денег платить по 400 тысяч этим штурмовикам, даже недолго, нет денег. Но, тем не менее, это все продвигают. Смотрите, у нас повышение зарплаты, вот это вот все. И депутаты его записывают. И он говорит, что 35 тысяч человек, которые принимает ТЦК, это условная цифра. Там сразу вот так вот половина отсеивается, половина ограниченно годная, еще вообще убегают, а потом еще... Короче, там очень и очень небольшой процент остается от, собственно, мобилизации. Поэтому-то и возникает вопрос, зачем тогда постоянно украинская разведка, Юсов, помощник Буданова, рассказывает о том, что в России готовится мобилизация. И смотрите, как у них все плохо, они там еле-еле покрывают свои потери. Так получается-то в Украине еще хуже. Это элементы информационной войны. Заставить российских граждан ожидать, с тревогой ожидать мобилизацию. Что вот-вот начнется мобилизация. Потому что эти тезисы продвигает не только Юсов. Эти тезисы продвигают и некоторые западные СМИ, и особенно российская оппозиция, которая сосредоточена на Западе. Они все продвигают одни и те же тезисы. Я просто читаю, там как раз смотрю, разбивка у меня там вот средства массовой информации, кто на кого ориентирован, какие там силы стоят за тем или иным средством массовой информации, кому выгодна та или иная публикация. И вот вижу, что продвигается несколько идей. Первое. У России вообще все плохо с экономикой. Вот Россия вот скоро загнется. И что сами русские, российское правительство, и называют там Мантуров, там Алиханов и прочее, там Рукавишников, вот там они там выступают и, соответственно, заявляют про то, что сейчас вот российская экономика терпит, ну, очень серьезное бедствие. Вот. Поэтому надо чуть-чуть подождать, и российская экономика загнется, даже несмотря на то, что цены пошли вверх. Вот. Что касается второго момента, это мобилизация, ожидание мобилизации, что Путин точно начнет мобилизацию. Вот. И либо он начнет ее до выборов в Думу, то есть до сентября, либо после выборов в Думу, но точно в этом году будет мобилизация, готовьтесь. Это тоже продвигается. Ну, соответственно, третье – это там ожидание того, что сейчас всем отключат интернет, всем отключат все мессенджеры, останется только Макс, или что будет просто суверенный интернет, который будет только показывать то, что происходит в России, то, что продуцируется в России и так далее. То есть, ну, разного рода страхи и ожидания. И украинские определенные деятели, они подхватывают эти тезисы и тоже их транслируют.
Рютте какую-то интересную историю говорит. Вот вы говорите тезисы. Я тоже давно мы не слышали тезисы о 91-м годе, а тут они возвращаются. Возвращаются даже в виде обращения к российскому солдату. Рютте выходит и говорит, что вас убьют или ранят. Если вас ранят, вы будете страдать в грязи, пока не умрете. Значит, обратился к россиянам и говорит, не становитесь участниками этой войны. Слушайте, ну это же целый генсек, простите, НАТО. А зачем он играет в подаляка? Для этого надо знать специфику психологии Рютте. Рютте человек достаточно такой интересный, историк по образованию, вот, человек такой гуманитарий абсолютный. Даже когда он занимал определенные государственные должности, для него было очень характерно вот это вот именно определенное романтическое мышление, скажем так. Вот он, кстати, вот представьте себе образ человека абсолютно одинокий, он не женат, вот, он его большой особняк, где он по вечерам играет на рояле. Да, он очень любит играть. Это правда. Он большой, это его хобби, он играет на рояле. Вот. А Зеленский подыгрывает, ну как умеет. Поэтому, наверное, не приглашает Зеленского к себе, потому что понимаешь, что это будет не игра в 4 руки, а игра там в 3. Ну, ладно, не будет. Вот, поэтому вот он там где-то какое-то меланхолическое настроение ему там навевает такое, что вот где-то там гибнут в грязи люди, надо к ним обратиться. На самом деле он не думает, что точно та же ситуация, что точно то же обращение, вот, абсолютно демотивирующе будет действовать на украинских солдат, которые точно так же, которых точно так же ранит каждый день, которые тоже валяются в грязи после ранения. Вот, и очень часто бывает такое, что обе стороны фактически, вот, они просто считают, что в определенном случае вот, раненого можно лучше оставить на поле боя, чем вытаскивать из поля боя. Я просто общаюсь со многими, как ныне актуальными, так и уже прошедшими через войну. Они рассказывают очень большое количество таких вот именно ужасных историй. Рябков говорит, что Россия будет воевать и продолжать СВО столько, сколько нужно, и это будет, в общем-то, долго. Ну, Раньше Рябков, было бы удивительно, если бы Рябков сказал, что скоро наступит мир. Нет, ну, Вот. подождите, Рябков... в Украине вот все равно говорят, вот Буданов говорит, Зеленский дал задание мир осуществить, желательно до зимы. Просто, да, это по принципу война стой, раз-два. Да? просто смотрите, тут же тоже такой момент. Выходит Филатов, сегодня ударили по Днепру в очередной раз, и вышел, там публикуется фотография, и вот он комментарий его, мэр города Днепра говорит, вот, они там, в общем, ну, такие-сякие эти русские, вот это все, понятно, в гневный пост, что мы, значит, в Кронштадте бьем, а они нам склад АТБ уничтожили. Извините, пожалуйста, но уже, кажется, в Украине нету тех, кто не понимает, что склад АТБ – это не просто склад АТБ. Что очень часто склад того или иного, скажем, той или иной сети торговой или склад того или иного предприятия и так далее очень часто имеет двойное назначение, так назовем. Очень часто это используется. Ну, извините, война. Во время войны используются разные способы защиты того или иного складского оборудования, скажем, или тех или иных военных того или иного оружия. Тогда подождите, если это так происходит, ну там понятно, склады новой почты, эпицентра, АТБ, окей. А кто такие гражданские тогда в этой войне? Ведь мы переходим... Заложники. Они заложники. Большинство войн, как раз именно которые мы переживали в 20 веке, которые мы переживаем в 21 веке, они превращают гражданских в заложников. Как бы не было цинично. Гражданские становятся заложниками. Понятное дело, что когда Россия бьет ракетой, там, не знаю, там, циклоном, ланцетом, искандером, там, чем угодно, там, бьет по Украине, она
не предусматривает то, что ей надо поразить там дом, номер там такой-то, по улице такой-то. Вот. Жилой дом, чтобы просто завтра BBC, CNN и там все прочие написали, какие кровожадные русские. Понятное дело, что в данной ситуации, вот, опять же, слишком дорого обходится просто бить по каким-то гражданским объектам. Но если бьются, бьется, то значит не просто от того, что сидят там вредные русские, которые считают, что чем больше мы нанесем там какого-то, принесем больше зла, урона и так далее, то тем станем сильнее и страшнее. А просто летит по каким-то именно объектам военно-промышленного комплекса, иногда по логистике и прочим, вот, но на войне как на войне. Иногда бывает, что сбивается скажем, сбивается с курса, вот, даже высокоточное оружие. Вот. Иногда прилетает рядом с тем или иным объектом, вот, и так далее. То есть то же самое фактически вот во всех войнах, речь не идет о том, чтобы уничтожить побольше гражданского населения. Но гражданское население гибнет, потому что они являются заложниками. Но теми заложниками, которые ничего не смогут сделать. Конечно. Кроме того, что спрятаться где-то там в подвал, или же в метро, или в бомбоубежище. Почему тогда, условно, да, если там украинские заложники считают, что нужно точно в такое же положение поставить, например, россиян, и ну, тогда дело в шляпе. Ведь то, что сейчас говорит Зеленский на встрече с Рютте, о том, что я готов встретиться, чтобы не ждать, пока там все конфликты закончат, ну, это он намекает на Иран, где абсолютная, скажем, такая... Ну, такая зыбкая ситуация, потому что США ударили опять, Иран ударил по международному аэропорту Кувейта, ударил по базе, в общем, Иран ударил, то есть обмен ударами еще один был, да, прошлой ночью, и там вообще все ни шатка, ни валка, и чтобы, мол, не ждать в очереди, пускай со мной Путин встретится. Ну, вот так как бы пропихивает эту идею Зеленский. Получается, что эти люди с украинской стороны желают, чтобы такая же система была в России, чтобы потом Зеленский встретился с Путиным? Ну, наверное. Наверное. Но дело в том, что Путин точно не собирается встречаться с Зеленским. Вот. Хотя я подозреваю, что Зеленский тоже не горит желанием встречаться с Путиным. Это только бравада. Вот видите, я готов, Путин не приходит. Путин не придет. Вот. Он понимает, что Путин не собирается с ним встречаться, и поэтому он и заявляет о своей готовности. А с кем готов говорить Путин по Украине? Я думаю, что пока что он готов пока что говорить только с Трампом об Украине, но не с украинским руководством. Либо же, если завтра пройдут определенные изменения в Украине, вот, то с тем, кто придет и будет демонстрировать ту или иную степень легитимности. С легитимностью прям беда. Прямо беда. Петрович. Ну, то есть Прямо беда. прям Да. все. Вы же понимаете, что для установления мира необходима легитимная власть. Для капитуляции может быть и нелегитимная власть. Ну, так и капитуляцию не приближают, как бы, У Кейтеля и Дёница не было легитимности в мае 1945 года. У них были властные полномочия, но у них было ровно столько полномочий, чтобы подписать капитуляцию. Поэтому в России ожидают, что вот, возможно, в Украине тоже произойдут какие-то события, когда какой-нибудь бравый генерал, который придет к власти, скажет: ладно, я готов ехать и подписываться. Буданов? Ну, я не говорю про Буданова. Тем более у Буданова сейчас рейтинги просели, говорят социологи. Нет, ну можно долго играть в кости Мельника, понимаете? Я понимаю, что нет, просто для нелегитимного процесса взятия власти нелегитимным путем, рейтинги – это абсолютно лишний вопрос. Это, знаете, вот. А что касается, ну, я в принципе, вот ситуация может быть таковой, что иногда никому неизвестный человек или человек, которого никто не берет в расчет, вдруг появляется, и все на нем начинают говорить.
Вот. Многие ли говорили про Аш-Шара за 3 месяца до того, как он возглавил, всерьез говорили про Аш-Шара. Да, один из полевых командиров, да, один из, скажем так, радикалов, террорист и так далее. Вот. А тут вдруг раз и становится лидером Сирии. Ну, это вряд ли украинский сценарий. Почему? Потому что, смотрите, как видите, цивилизованная Европа. Смотрите, как все Извините, с я Украины. берусь утверждать, что ни один африканский, ближневосточный, латиноамериканский сценарий не чужд Украине. По уровню политической культуры мы не отличаемся от жителей этих стран. Не надо тешить себя иллюзиями, не надо льстить себе. Так а что Америка? Все уже, духа Анкориджа больше нет? Нет, так Америка дальше верит в то, что дух Анкориджа работает. Вот сейчас приедет, условно говоря, вот соберутся Уитков и Кушнер, поедут в Киев, поедут в Москву или сначала в Так Москву. в Петербургском форуме официальное представительство Америки заявили. Да, ну, так в том-то и дело. И, соответственно, вот они приедут, и все снова наладится. И снова начнем вот все то, что в прошлом году договаривались, прошло же меньше года. Поэтому а Россия уже, в принципе, повысила чуть-чуть планку. И я думаю, что это не первое повышение планки, которое предстоит нам услышать. Как вы оцениваете, ну, вот эту, скажем так, абсолютно непонятную ситуацию вокруг Ирана? Трампу она выгодна, что ли? Ну, все утверждают, что нет. А почему нет? Почему она абсолютно нет? Она невыгодна союзникам Трампа, которые все еще считаются союзниками. Вот. Да, невыгодна, но Соединенным Штатам она абсолютно даже не мешает. Вот, поэтому Соединенные Штаты могут дальше играть в кошки-мышки вокруг Ирана. Соединенные Штаты дальше могут там высказывать озабоченность, но при этом контролировать цены на нефть. Вот, то повышает и понижая их. И Соединенные Штаты могут шантажировать тех же своих союзников, и тех же своих конкурентов, типа Китая. Выходит сегодня с очень, ну, таким... вот, да, в Днепре по терминалу новой почты ударили. Склад АТБ, новая почта, это вот сейчас приходит эта информация. Мы просто в прямом эфире, и поэтому говорят, что вот, ну, как обычно, да. Смотрите, выходит товарищ, ну, скажем так, польский вице-маршал и говорит, что, ну, в общем-то, Польша перестанет платить за Старлинки и вообще всячески помогать Украине. Прям там целая акция за последние дни от польских политиков. Одни награды возвращают Зеленскому, третьи призывают мужчин в этой дискуссии, да, скажем так, призывного возраста разворачивать, если они хотят остановиться в Польше, или вообще выгонять. Но тоже какая-то странная логика, многие не поняли. То есть одно из подразделений Зеленский называет именем героев УПА. А поляки вон как возбудились. Далеко идущие последствия имеют вот эти разговоры. Действительно, Starlink выключат? Да, вы знаете, в Польше, кстати, вышла как раз книга, вот я жду ее буквально на днях, у меня будет на руках, вот, автор Збигнев Парфянович, вот, написал «Клопот с Зеленским», «Проблема с Зеленским», вот, фактически. Вот, ну, одним словом, вот, жду прочитать. Говорят, что очень-очень такая жесткая книга. Вот, плюс ко всему сейчас очень многие политики в Польше делают действительно антиукраинские заявления. Заявление с критикой Зеленского, заявление с критикой Украины. Вот. И это очень важный момент. Мы снова подходим к июлю. В июле у нас обычно обостряются споры относительно Волынской резни. Вот, потому что в июле 1943 года как раз начались эти акции. У нас сейчас снова начнутся споры между нашими аграриями, польскими и украинскими. Польские аграрии, как только начнется новый урожай, вот, снова начнут блокировать границу,
потому что им невыгодно, чтобы украинское зерно шло через польскую границу, составляя конкуренцию полякам. Вот это касается не только зерна, это касается в целом продуктов агропромышленного комплекса. Поэтому сейчас у нас мы стоим снова на грани нового обострения. Константин Петрович, ну вы же историк. Ну, елки-палки, какое зерно? Очень разные. Пшеница, рожь и так далее. То есть можно... Вот. Да, поэтому в данной ситуации у нас с Польшей сейчас прогнозируется новый виток обострения. А многие политики уже играют на опережение, пытаются эту волну просто оседлать. Да, но давайте так. Ну, то есть вы не верите в серьезность угроз со стороны Польши, чего-то Ну, закрыть, как? перекрыть, блокировать, не пускать? Пока что будет шантаж. Будет просто давление на Киев. Вот. Но постепенно, я думаю, что они будут и показывать, что мы не только говорим, а кое-какие действия они тоже будут предпринимать. Если мы попытаемся рассмотреть вот эти политические заявления о завершении войны в ноябре месяце, тут внезапно вышли все. Бойко вышел, говорит, посмотрел в глаза Зеленскому и говорит, да, будет мир скоро. Порошенко вышел и давай рассказывать. Ну, вы видели, наверное, это обращение Порошенко к народу о том, что скоро вот этот вот мир, скоро все. Некоторые называют этот мир перемирием, ну, понятно. Кому выгодно? Вот ничего, вот по состоянию на сегодня, да, то есть полетело по Киеву, на следующий день удары по Питеру. Беларусь, вон, заявляет о том, что прям готовы. Вольфович вышел, говорит, готовы. Россия, Беларусь против Запада придется. То есть заявления звучат диаметрально противоположное. А чем помазал Зеленский, Бойко, Порошенко и всем остальным вместе с Будановым, что все прям поверили в их искреннее, так сказать, желание мира? Ну, я думаю, что Бойко и Порошенко пообщались не столько с Зеленским, сколько с Александром Покладом. Вот, и после этого они поняли, что победа близка. Вот, потому что понятное дело, что аргументы, которые есть у Поклада, вот они очень внушительны, и любой, кто с ним пообщается из украинских политиков, сразу же становится убежденным патриотом. Да? Что же касается реалии, вот просто многие политики просто не хотят сейчас ссориться с Зеленским. Они считают, что зачем? Это не их сейчас вот эти вот войны, чтобы их там еще начали прессовать, чтобы попасть в этот замес, который сегодня наблюдается, вот эти антиермаковские. А кто с кем? Ну, Ой, там война всех против всех сейчас идет. Но ни Бойко, ни Порошенко не являются игроками в этой войне, они являются статистами сегодня в этой войне. Вот. Порошенко вообще, очевидно, кто-то ему рассказал про такой вот про сюжеты из Гая Светония Транквила, там, древнеримского историка. Вот. Кто-то рассказал ему, каково оно было при Калигуле. Вот. И что, да, и что когда вот и рассказали ему историю императора Клавдия, вот, что нужен был император, и вот тогда вот взяли вот этого Клавдия, там нашли безвольного, которого никто не брал никакие расчеты, и когда убили Калигулу, когда свергли Калигулу, тогда Клавдию водрузили венец золотой на голову. Вот он думает, что он может сыграть роль Клавдия в новой. Вот. Ну, не того Клавдия, который у Подеревянского «Хтивый дядько принца». Вот, помните, такой герой. Вот, а вот именно Клавдия из древнеримской истории. Вот. И вот он ждет, когда наконец-то свершится вот то, что было в Римской империи, в римской истории с Калигулой. Поэтому он думает, что лучше всего не отсвечиваться сейчас со своей особой позицией, своим мнением. В общем, так и непонятно, кто такой Вова. Судя по встрече вчерашней с Притулой, Зеленского, как они мило побеседовали, как об этом пишет Зеленский. Слушайте, а вообще, тоже поразительно. Ну,
Не, ну, Вов у нас так много, что на самом деле это может быть кто угодно, этот Вова. Ну, они могли Путина иметь в виду. Они могли иметь в виду, там, я не знаю, там, Литвина, вот, Сивковича, там, который сейчас в эмиграции, там, кого угодно. У нас же очень много Владимира, очень распространенное имя. Я не знаю, это ж, кого там имели в виду, кто такой Вова на пленке. Как удается Зеленскому вот постоянно выворачиваться из-под этих ударов? Ну, благодаря заступничеству его партнеров. Потому что на самом деле Зеленский очень выгоден пока что еще тем же и британцам, и европейцам. Они считают, что менять его пока что не стоит. Пусть руководит. Вот. Ограничить в средствах, ограничить в доступе к фондам, к бюджетным средствам и так далее, это да. Вот, поставить людей, которые бы следили за тем, чтобы иностранная помощь не разворовывалась. Это да. А во всем остальном пусть Зеленский будет. Ну, не надо его добивать. Он абсолютно прогнозируемый, абсолютно договороспособный. Вот. Зачем менять коней на переправе? Получается, Зеленский с нами навсегда? В том-то и дело, что я думаю, что те, кто стоят за ним, переоценивают свои силы. Потому что они тоже не всесильны в этом мире. В этом мире есть и другие силы, которые тоже претендуют на то, чтобы рано или поздно поменять ситуацию в Украине. Ну, о каких вы силах говорите? Трамп, он сейчас Как полностью минимум загруз еще в три Иране. силы. Да? Не, ну в том-то и дело. Вот, как минимум есть еще три силы, вот, которые пока что не, мы их не рассматриваем как активных игроков, вот, но которые могут в любой момент включиться. Так а какие три силы? Подождите. Ну, Соединенные Штаты, Россия, Китай. глобалисты все. А вы считаете, Россия не включилась активно? Нет, я считаю, что Россия просто включилась абсолютно по-глупому в 2022 году, и меня никто не переубедит. Вот, потому что вся политика относительно Украины, которая предшествовала 2022 году, это была политика ошибок, сплошных ошибок, и причем русские до сих пор не хотят этого признать, что они дали себя втянуть в эту войну, они дали возможность абсолютно своим бездействием фактически содействовать тому, что Украина ушла на Запад. Вот. И они думали, да пускай там себе погуляют, никуда они далеко не уйдут. Условно. Вот. И до сих пор считаю, что они все делали очень правильно, исключительно потому, что у них были гении, которые фактически руководили процессом. Вот. История с Арменией повторяется сейчас? Отчасти. Посмотрим 7 числа. Посмотрим 7 числа. Но я считаю, что выступление Путина относительно Армении с вот этими угрозами, ну, с намеками такими и так далее, было абсолютно лишним. Почему? Да потому что на самом деле он уже расписался в том, что у России ослабли рычаги воздействия на Армению. Еще месяц назад или 1,5 месяца назад ситуация была такой, что у Пашиняна падали рейтинги, и у 3 его оппонентов, которые там претендовали на определенное прохождение в парламент Армении, они совместно могли бы создать определенную коалицию, которая бы, Пашинян бы мог оказаться в меньшинстве. Но сейчас вот, я думаю, что речь Путина может привести к консолидации как раз пропашинянских сил. Война за Армению будет? Вот просто мне, знаете, нравятся вот эти доморощенные аналитики, все говорят, вот, все силы Путина в Украине, Не там, будет. там Армении там с гулькин нос, если так Не разобраться. будет. Да нет, Армения очень важная. Нет, Важная, по, стратегически по важная объему страна. страна, плюс там база, есть российская, плюс, Да, то есть... да. И второе, фактически по величине в мире посольство Соединенных Штатов. Раньше было первое, самое большое было именно в Армении. Сейчас второе по величине, потому что открыли самое большое в Ираке посольство, вот, американское. Ну, поэтому тут такое. Там интересы приплелись очень многих стран. Плюс давайте не забывать, что по международной географической классификации, регионализация географическая, Армения относится тоже к региону Ближний Восток. Вот. Мы привыкли, что это постсоветское государство, Закавказье и так далее, но, например, те же американцы рассматривают Армения, Грузия, Азербайджан – это Ближний Восток с их точки зрения. Вот. У них очень такое удивительное районирование. Например, Молдова – это Балкан.
региона. Вот, у них считается и так далее. Так Ну, это многое объясняет, Константин Петрович. Конечно, конечно, это, кстати, очень многое объясняет. На самом деле, смотрите на это районирование. Оно очень многое объясняет в геополитике, в подходах тех или иных государств. Я не думаю, что там будет сейчас война, вот, хотя там уже пригрозили, там, что если будут те или иные силы, придут к власти, там могут возникнуть проблемы у этих сил и так далее. Но особенно из Азербайджана поступают такие заявления. Ну, посмотрим сейчас. 7 число уже недалеко. Да, друзья, подведем итоги опроса. Им очень много от вас вопросов, поэтому пройдемся и по ним. Зеленский заявил, что удары вглубь России нужны, чтобы говорить с ней на равных, получится или нет. 3% считают, что он прав и борется за место за столом переговоров. Зеленский, потому что ему сейчас пока нет места, несмотря на то, что Украина воюет, гибнет и так далее. В политическом плане решают другие игроки. 9% как на равных. Россия же уже проиграла. Ну, то есть абсолютно несуразица. 41% это повод продолжать и мир срывать, а 47% считают, что это его ртом говорят европейцы, британцы. Ну, так считают наши зрители. Константин Петрович, очень интересный момент. Опять там периодически всплывают разные материалы. А кто же может быть переговорщиком от Европы, да и с Россией говорить? Объективно, без разговора представителя Европы и представителя России, ну, ничего не получится в плане урегулирования. Смотрите, я всем говорю, вы что думаете, что назначить там переговорщика условного Штайнмайера или там условную Меркель, и они приедут и будут вести переговоры и будут нести от себя, они будут там рисовать какие-то схемы сами, они будут там убеждать в чем-то революционном, прорывном. Любой переговорщик едет с определенными директивами. К переговорам готовят того или иного человека. Его уполномочивают, чтобы он донес определенную позицию. Вот. И, соответственно, вот он приезжает, и он в определенных рамках. Если ему приходится выходить за рамки, он возвращается, либо там идет на связь с теми, кто его послал, вот, чтобы согласовать дальнейшие действия. Вот. Любой переговорщик действует в рамках директив. Вот. Поэтому, кто бы ни приехал, директивы ему будут писать Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Не тешьте себя иллюзиями, что там Шрёдер лучше, чем там Меркель или еще что-либо. Вот все равно за ними, за обоими будут стоять Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Будет стоять европейская согласованная позиция. Так, значит, перейдем к вашим вопросам. Давайте начнем с сообщества YouTube. Вопросов, правда, много. Константин Петрович, в режиме Блиц, давайте пообщаемся с нашей аудиторией. Александр спрашивает. В 1939 году Мельник написал Риббентропу письмо, в котором была такая фраза. Организация украинских националистов, как единственный действительный носитель и руководитель освободительной борьбы украинской нации с точки зрения мировоззрения, родственно аналогичным движениям Европы, особенно национал-социализму в Германии и фашизму в Италии. Вопрос. Как с таким историческим багажом можно надеяться вступить в Евросоюз? Да, точно так же, как вступали и другие народы, которые реабилитировали своих фашистов, полуфашистов и так далее. Вот. Извините, пожалуйста, но в той же Хорватии фактически, не настолько громко, но все-таки реабилитировали многих деятелей усташского движения. Ну. Так а что это за реванш такой громко шагает? Нет, а реванш идет, это с позволения, в принципе, с такого легкого позволения нынешнего руководства Европейского Союза. Они толерантно относятся к тем, кто выступали в роли союзников Гитлера, те, у кого на руках кровь, выступали, они просто говорят о том, что история должна просто всем воздать. Вот надо примирение сейчас. А на самом деле они говорят о том, что они же выступали в первую очередь против коммунистов и против Советского Союза.
Поэтому сейчас нам необходимо для обоснования новой идеологической концепции более толерантное отношение к тем, кто выступали критиками России, советской власти, Советского Союза. Алекс Шевченко. В истории войн было много случаев, когда армии топтались на небольшом клочке земли, перемалывая друг друга, но практически не сдвигались с места. При Вардении стороны угробили 1 миллион человек, при Сомме 1,2 миллиона. И самое ужасное, несколько поколений потом не могли понять, для чего все это было. Не кажется ли вам, что ситуация в нынешней войне начинает превращаться в новый Верден? Я абсолютно с этим согласен. Более того, я постоянно привожу пример еще Ирано-Иракской войны 80-х годов, когда за 8 лет войны практически граница практически не сдвинулась, но уничтожили 1 миллион человек при этом. Но, знаете, да, нынешняя война, она уже действительно превращается, вот, как образно сказал Алекс, в новый Верден. Вопрос от Олега. Ошметки из дивизии СС «Галичина» после того, как их под видом пленных американцы через Италию перебросили в США, в 1961 году создали свое издание «Вести комбатанта». Если не обращать внимание на даты тех времен, то риторика реваншизма за проигрыш Великой Отечественной такая же, как и сейчас в пабликах офиса президента и радикальных якобы националистических ресурсах. Сжечь Москву, разрушить советскую Россию и прочее. Константин Петрович, как вы считаете, это случайное совпадение или война в Украине послужила катализатором и нужным моментом риторики реваншизма былых лет? Я, когда писал диссертацию свою, я перечитал практически все журналы типа «Вести комбатанта», а также многие издания, которые издавались там, теми же националистами, как бандеровцами, так и мельниковцами в диаспоре. Вот. Начитался многого. Но сейчас, например, в Украине я встречаю очень часто, причем повторяющийся тезис. Вот. Мы должны показать, что украинская повстанческая армия, а также все те, кто воевали против Советского Союза, наконец-то одержали победу. Они одержали тактическое поражение в 1945-м, но в 1991 году их идея победила. Поэтому мы должны всячески говорить о том, что УПА, дивизия СС «Галичина» и прочие оказались победителями в войне. Они победили Сталина, они победили Советский Союз, потому что Советского Союза нет, а ОУН существует. Вот такие тезисы сейчас вот очень-очень распространены. Петр, Константин Петрович, мне кажется, или европейские чиновники начали откровенно глумиться над Путиным, ведь сегодняшний визит Рютте в Киев в момент прилета снаряда в Питере на глазах МПМФ, это в переводе на человеческий язык «смотрите, нам в Киеве безопаснее, чем у вас в Москве, либо в Питере». Да нет, на самом деле я думаю, что этот визит был запланированный, и что это два разных сюжета. Вот Рютте ехал в Киев, это один момент, у него был рабочий визит. Вот, а с другой стороны знали, что будет Санкт-Петербургский международный экономический форум. Вот, и необходимо было определить, послать привет там, организаторам. Вот, это да. Но я не думаю, что аж так глубоко заходили, что вот глумиться, да, глумятся. Глумятся, это правда. Вот. И при этом всячески демонстрируют, что а что вы с нами сделали? В России чудесно, в Кремле, там, например, или же там на Старой площади или в Генштабе, вот, там чудесно понимают, что центры принятия решений находятся не в Киеве. Вот. Но по центру принятия решений бить не могут сегодня. Ой, Господи. Рютте. Украина сейчас настолько успешна, что Путин может организовать парад 9 мая только благодаря официальному президентскому указу Зеленского. Ну, это понятное дело, что это вот вопрос, глумятся или не глумятся. Да, это как бы ответ на этот вопрос. Некий историк предложил список для перезахоронения в пантеоне героев, куда включил князя Великого, Ярослава Мудрого, Данила Галицкого, Петра Могилу и мощи Антония и Феодосия Киево-Печерских. Значит, понятно, что историк этот пошел по пути Гераскевича, но все же, Константин Петрович знаком с трудами историка Аникевича, и реально ли найти усыпальницы древних князей стоит тревожить прах мощи святых?
Куреневская трагедия ничему не научила? Нет, но опять же, я думаю, что это частное мнение. Я не знаком с трудами историка Никиевича, да, даже специально посмотрю, кто это. Вот, если же говорить про усыпальницы, ну, извините, места захоронения Даниила Галицкого или же Владимира Великого на сегодняшний день неизвестны. Хотя в 17 веке, во время раскопок, который инициировал Петр Могила на месте Десятинной церкви, ну, вот, был найден саркофаг, который, как считали, принадлежит князю Владимиру. Мощи, соответственно, были разосланы по храмам, монастырям. Вот, но историки сомневаются, что это на самом деле был прах Владимира Великого. Ярослав Мудрый без черепа лежит в саркофаге Софийского собора. Вот, при этом череп исчез во время Второй мировой войны, говорят, что находится в Соединенных Штатах. Остальные, Антоний и Феодосий Печерские, они канонизированы, они находятся в пещерах Киево-Печерской лавры. Вот, зачем тревожить их прах? Что касается Петра Могилы, даже не скажу. Вот, честно, не знаю, где он похоронен. Алексей, добрый вечер. Вопрос. Остановка конфликта по ЛБС разве гарантирует Украине вступление в Европейский Союз? Ведь территориальный-то вопрос так и не будет решен. В том-то и дело, что Украина считает, что для нее должны сделать огромное количество исключений. И если бы только речь шла о территориальном вопросе. Есть прецедент, когда нерешенный территориальный конфликт не повредил государству, которое претендовало на вступление в Европейский Союз. Я имею в виду Кипр. Вот. На Кипре вопрос территориальной целостности не решен, но Южный Кипр фактически стал членом Европейского Союза. То есть прецедент уже есть. Есть мини-прецедентом, когда нерешенный территориальный конфликт, до сих пор, кстати, нерешенный территориальный конфликт между Хорватией и Словенией из-за Пиранской бухты, вот, он не повредил тому, чтобы не стал преградой для Хорватии и Словении на пути вступления в Евросоюз. То есть территориальные конфликты существуют определенные. Вот. Но есть другой момент. Украина не соответствует большинству копенгагенских требований, копенгагенских критериев. Вот. А это уже более серьезно. Вот. Поэтому до тех пор, пока Украина не будет соответствовать копенгагенским критериям, до тех пор ее точно в Евросоюз не примут. С юности 90-х годов, пользователь пишет, часто замечал в постсоветском российском кино тенденцию, если там показан украинец, то либо придурковатый клоун, либо жлоб, либо беспринципный предатель, перечислять некорректно, но речь не об одном и не о двух кино. Впоследствии эта тенденция перекинулась на всевозможные шоу. Вопрос, это целенаправленно делалось, как вы думаете? Если да, то какая цель? Это не то, что целенаправленно, но реально в советские времена, в основном, когда показывали представители разных национальностей, показывали дружбу народов. В первую очередь необходимо было подчеркнуть, что все равны и так далее. А в 90-е годы как раз кто-то пытался глумиться над теми стереотипами, которые сформировались в советские времена. Необходимо было просто развалить вот эти сформированный образ. А кто-то просто пытался подыгрывать откровенному национализму, скажем так, который формировался в том числе и в России. Угу. Так, Саша, Костя, привет. Павел пишет. Пришла вдруг мысль такая, а что если использование искусственного интеллекта в войнах последнего времени лишь уход от ответственности военных? Всю историю войн последних лет была практика наказания военных за разного рода преступления. А в этих случаях вроде и не виноват никто, искусственный интеллект, мать его, кто ж с него спросит? Очень хорошее, кстати, очень интересное замечание. Вот. Не удивлюсь, если когда-то так и окажется.
Если, Владимир пишет, если в России власти, лично Путин, пересмотрят взгляды, что русские и украинские близкие народы, думаю, он, конечно, так не считает, но боевые действия со стороны России примут такой характер боевых действий, как, например, Израиль считает всех палестинцев врагами и не считается жертвами боевых действий, воевал против сектора Газа. Все закончится быстро, а сейчас власти Украины, зная такое отношение Путина к украинцам, просто, получается, этим пользуются. Ну, смотрите, в июле 2021 года вышла статья Путина о единстве русского и украинского народа. Вот. То есть это его концепция, от которой он не отказывался. Вот. И поэтому очень многие моменты, они тоже объясняются и тем, что он считает, что русские и украинцы – это один народ, просто украинцы – это заблудшие русские, вот, которых необходимо, в принципе, вернуть, вытянуть из ереси украинства, и, соответственно, потом все будет, скажем, снова заживем, как жили раньше. Вот, поэтому в данной ситуации, я думаю, что его некоторые действия и то, что европейские военные считают очень странным поведением России, оно продиктовано именно тем, что российское руководство считает, что не стоит воевать непосредственно с украинцами, воюя с Украиной как таковой, вот, потому что нам еще жить в одном пространстве. Александр Катюшкин. Вопрос. Объяснение Марка Солонина о заполнении идеологического вакуума мифологизированной нацистской идеологией потомками канадской эмиграции ОНУПА как естественного процесса неубедительны. На это требуется больше, чем $500 за импортом школьных учебников из Канады и затратами на образование. Просматривается образ сторонников идей Бжезинского. С его представителями о месте Украины на шахматной доске USAID, инфильтрованной ЦРУ. Значит, вопрос. В какой мере просматривается внешнее влияние на перепрограммирование исторического мировоззрения украинцев? Вот какой вопрос. Нет, перепрограммирование было. У меня, кстати, были лекции, кстати, по этому, и доклады на 2 научных конференциях, как проходило перепрограммирование, перепрошивание украинцев через изменение, через перепрошивание исторической памяти и так далее. Я не соглашусь, что на самом деле это канадские националисты заполняли вакуум. В Канаде сформировалась своя историческая школа, украинская, кстати, очень сильная, потому что канадская историческая школа – это там большое количество очень интересных историков. И тот же Джон Пол Химка, которого сейчас очень активно цитируют, и тот же Пол Магочи, вот, и прочие. Ну и в том числе, например, тот же популяризатор, и не только популяризатор истории, это Орес Субтельный. Вот многие считают, что с его учебника началась перепрошивка мозгов. Да нет, если посмотреть учебник Субтельного, он попытался сделать определенный синтез. Синтез учебников, синтез исторических концепций, которые были сформированы на Западе, и синтез советских нарративов. Вот, то есть это потом уже начали отходить от Субтельного. И сейчас я знаю очень многих таких ура-патриотов, историков, которые считают, что Субтельный вреден. Вот. Поэтому сейчас я думаю, что я более склоняюсь к тому, о чем говорит наш зритель, вот, что основную роль сыграли USAID и фонд Сороса, но не канадские националисты. Вопрос, как адекватному историку. Уважаемый Константин Петрович, акт провозглашения украинского государства 30 июня 1941 года ОУН на какие территории Украины распространялся и почему эти так называемые освободители стали героями в восточных центральных областях? Спасибо большое, Александр, спасибо за гостей. Удачи. 30 июня 1941 года провозгласили независимость, вот, потом дальше явочным путем сформировали правительство, а дальше начали распространять это правительство, оно начало идти по территории нынешней Галичины. Вот я смотрел подшивки прессы как раз за начало июля 1941 года. Вот, во многих уездах
в то время уже районах вот, Львовской, Тернопольской, Станиславской областей, вот собиралось местное население, провозглашали независимость, но при этом, кроме провозглашения, ничего дальше никаких шагов не предприняли. А дальше, соответственно, шли так называемые походные группы на восток, и дошли, там последний акт провозглашения был, если не ошибаюсь, был в Черкасской области. Хотя потом говорили, что и на Донбассе были попытки, но задокументированные вот, именно были в Центральной Украине. Но это всего-навсего декларация. Не было создано никаких структур. Во Львове, да, во Львове там на протяжении 4 дней создавали там правительство, создали, после этого даже там подписывали указы, даже указы, которые касались возобновления деятельности городского бассейна, даже до такого там указа. Вот. Но что касается немцев, они очень скоро, буквально на 5-й день, они ликвидировали это правительство. Вот. Это правительство отправилось кто под домашний арест, кто в тюрьму, потому что оно не было согласовано с немцами. Украинцы просто считали, что мы же союзники, поэтому мы имеем право на провозглашение Украины. Вот. Даже говорили о том, что мы сейчас соберем миллионную армию в помощь вермахту. Вот. И Гитлер же должен быть, как здравомыслящий человек, он должен нас поддержать в нашем порыве. Вот. Гитлер не поддержал. Хотя 3-й пункт, я его знаю наизусть, помню наизусть, потому что теж работав з документами в своє время. Новопостаюча українська держава буде тісно співдіяти з націонал-соціалістичною Великою Німеччиною, яка під проводом свого фюрера Адольфа Гітлера творить новий лад в Європі і допомагає Україні. Вот 3-й пункт, то есть такой верноподданнический. Давайте перейдем к вопросам из чата трансляции. Вот они. Добрый вечер. Очень многие политики, историки говорят, что теперешняя власть не хочет останавливать войну. Но что может сделать при этом украинский народ? Подняться не может. Кто поможет людям? И когда конец войне? Я неоднократно говорил, что я не верю в революцию, я не верю в Майдан. Я не верю в какое-то там восстание, там, скажем, вот подобного рода действия могут иметь несколько следствий. Первое – это вдруг вот проснется совесть у Зеленского и тех, кто его окружает, но на это я даю там только 0,01%. Вот. Второе – это внешнее давление на Зеленского. Зеленский соглашается на определенные действия на мир. Третье – это проигрыш в войне, поражение там, в нескольких битвах, в результате которых Зеленский понимает, что необходимо все-таки переходить к мирным переговорам и соглашаться на определенные условия, потому что следующие будут еще хуже. И, наконец, 4-е – это переворот, и, соответственно, в результате переворота приходят другие люди, которые уже не будут считать себя связанными с теми обязательствами, которыми связан Зеленский перед реальными заказчиками войны. Как можно стереть память украинцам? Неужели все, что связывало УССР с СССР, можно стереть? Поверьте, можно. И эксперимент, который проведен над Украиной, он это показывает. И это можно провести в любой стране на самом деле. Вот Украина – это полигон, который показал, как можно действовать. Вот. И если сейчас кто-то говорит о том, что ну, это только украинцы, а там хохлы, они там вообще там, неблагодарные и так далее, так что нас это точно не коснется. Извините, пожалуйста, найдены те инструменты, показаны те инструменты, которые показывают, что можно делать эксперименты с памятью, с исторической памятью. Вот я очень серьезно пытался вот именно в этих когнитивных механизмах как раз разбираться. Вот, могу сказать, что за 10 лет можно перевернуть с ног на голову сознание очень многих людей. Добрый вечер. Почему обвиняют Сталина в создании ГУЛАГа, хотя у управления стояли евреи? Вот такой вопрос. Ну, извините, пожалуйста, но для Советского Союза это был второй, абсолютно другой момент. Вот. То, что большое количество евреев поддержали революцию и потом пришли на руководящие должности, это не значит, что евреи профинансировали революцию или что они были ее главными заказчиками. Вот.
вся царская политика в царской России, она была направлена на то, чтобы потом вот, еврей, который чувствовал себя бесправным в России, и права обретал только тогда, когда он там, перейдет в православие, вот, чтобы евреи пополнили революционные ряды, вот, и действовали по принципу, кто был ничем, тот станет всем. А потом, соответственно, из этих революционных товарищей, которые прошли через гражданскую войну и прочее, вот, из них формировали аппарат. Да, я из Средней России, 3 подружки с украинскими фамилиями, раньше как-то этого не отмечала свои люди. В чем же сейчас проблема? А вот проблема в том, что очень часто люди, которые вот, жили бок о бок, и вроде бы было и нормальное сосуществование культур и прочее, на каком-то этапе возникают политики, которые начинают акцентировать внимание на исторических каких-то проблемах, на несоответствии культур, на том, что кто-то кому-то когда-то плюнул в суп, вот, где-то там в 18 веке еще или там в 19 и прочее. И, соответственно, начинается вот это противостояние. Вот, когда-то австрийский поэт, драматург Гриль Парцер в 19 веке сказал фразу, я ее очень часто, эту фразу цитирую, вот, от гуманизма через национализм к зверству. Мгм. Здравствуйте, прокомментируйте образ Минтича и Зеленского в вышиванке. Правда, что вышиванка – это махала для воров и коррупции? Спасибо за работу. Знаете, вышиванка – это традиционная одежда, скажем, это традиционный орнамент, декор одежды, который был принят у славянских народов, не только у славянских. Вот. У многих народов вот, декорировалась одежда. Кто-то говорит о каком-то коде, который там зашифрованный, там передается чуть не со времен трипольской культуры и других культур. Ну, извините, пожалуйста, но вышиванки вышивались на протяжении веков, носились на протяжении веков, никто их не запрещал серьезно. И в советские времена, как говорят, что там были гонения какие-то, не было этих гонений. Вот. Просто-напросто считалось, что это уже не модно, это устарело, это архаика, не более. Вот. А сейчас вот в независимой Украине вот, постепенно вышиванка просто превратилась в, скажем так, спецодежду чиновников, к сожалению, вот, которые демонстрируют там раз в год или там по большим праздникам демонстрируют, как они любят Украину, надевая вышиванку. И это не мешает им потом идти и грабить эту же Украину. Значит, не согласен с Бондом, ну это с вами, про ошибочную политику России к Украине. А дешевые ресурсы и большая кооперация Европа ничего, кроме ЛГБТ, как бы и не дала. Так в том-то и дело. Вот эта постановка вопроса. Мы даем дешевый газ, и, соответственно, никуда они не денутся от нас. Вот. Это абсолютно ложный путь. Потому что на самом деле необходимо было развивать целый ряд программ, которые касались именно гуманитарной сферы и прочее, прочее, прочее. Дешевый газ позволял там, набивать карманы там, десятку, другому там, сотни людей. Вот. А все остальное это было пущено в самотек. Саша, озвучьте ситуацию по Энергодару. Атомка опять обесточена, 6 энергоблоков. Зачем ВСУ бьют по атомке? Это ли не есть ядерный шантаж? Я думаю, что мы многое еще узнаем уже после войны. Сейчас очень многие моменты кажутся нелогичными или алогичными, но, извините, но по большому счету я не могу комментировать алогичность тех или иных действий. Угу. Так, господин Шелест, спросите гостя Бондаренко. История и политика друг другу кто? Я очень люблю это выражение академика Покровского, который сказал, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. И поэтому историки очень часто действуют очень конъюнктурно, идя на поводу у политиков, вот, выполняя определенный спецзаказ политиков для того, чтобы обосновать современную политику при помощи исторических методов. А как бы Бондаренко поступил, не заходя в 22 году на Украину, и почему вы не проводили информационную работу среди народа? Кто не проводил информационную работу среди народа? Вы так хорошо следили за моей деятельностью. Так что, знаете, я очень часто люблю говорить. А вот Бондаренко поддерживал Майдан. Угу. Бондаренко поддерживал Майдан. Здрасте.
спросите у майдановцев, согласны ли они с этим. Я растерял огромное количество бывших друзей после Майдана. Я постоянно говорил о том, что нельзя Украине и России ссориться. Я постоянно на этом, более того, буквально за год перед войной я писал об этом несколько статей, которые были опубликованы. Но это не в плане оправдания, просто в плане информирования. А что касается как раз 22 года, я бы не доводил до 22 года. Потому что, начиная приблизительно, даже не с 2014 года, не с 2013 года, а приблизительно с 2011-2012 года начались определенные проблемы, трения и так далее между Украиной и Россией, еще во времена Януковича. И это историки еще должны исследовать этот процесс, как Украина и Россия становились врагами друг друга постепенно. Этот процесс необходимо было не допускать этого процесса в зародыше. Ну да, тут шутят, что ну вот и все, понятно. Кость провалил всю работу. Да, значит... Нет, я уже говорил неоднократно, что если спросить меня, кто является одним из главных виновников того, что провалено, я бы сказал Михаил Зурабов. Михаил Зурабов, бывший посол России в Украине, который вместо того, чтобы заниматься продолжением той политики, которую проводил Черномырдин, будучи послом, он просто-напросто, как барин, общался только там с несколькими людьми, в частности, с Порошенко, и считал, что он знает лучше других, что происходит в Украине. И фактически именно при нем начался главный процесс дистанцирования Украины и России. Зачем группа украинцев убила сама в Польше? Он там был реликвией, скандалище там. Что? Еще раз? Сама поймали в Польше. Сама. Сома. Сом. Вообще-то я сегодня читаю какую-то очень странную историю, что это вообще-то в озере Балатон, то есть на территории Венгрии. Выловили этого сама. Украинца потом поймали в Польше уже. Зачем? Опять же, человеческая глупость абсолютно бесконечна, не имеет границ. Что это за сом, вообще я не знаю. Поэтому зачем поймали? Решили, что это рыбацкий трофей, наверное. Не, там же как рыбаки поймали, отпустили, все, вытащили, сфотографировались, а там прям это все, здоровый. Честно говоря, я небольшой рыбак, но я неоднократно слышал, что сомы такой величины, эти двухметровые сомы, которые уже не один год живут, понятное дело, не один десяток лет, что их мясо мало съедобно, скажем так, или не отличается какими-то высокими вкусовыми качествами. Зачем они его выловили и съели, не знаю. Кто в конечном итоге сегодня может подписать большой договор о мире, спрашивает Анатолий. Пока что никто. В том-то и дело. Пока что никто. Если бы были те, кто готовы подписать, то уже был бы, наверное, подписан мир. Да, друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали на нашей встрече. По средам с Костей Бондаренко общаемся традиционно и постоянно, поэтому подписывайтесь на Костя Бондаренко в YouTube и Telegram. Поставьте лайк этому видео, не забудьте, пожалуйста, такой ритуал для YouTube, но очень важно, чтобы нас было видно и слышно. И, Константин Петрович, спасибо вам большое за время и мысли. Спасибо и вам, и до новых встреч. Берегите себя, ситуация развивается очень динамично. За всем следим, да, и не выпускаем из виду. Но в любом случае, как бы ни вывернулось, добра и света. Увидимся. До свидания.